Целый месяц я крутила этот куб. Сделала на нем 1000 сборок за 24 часа. Поставила свой заветный САП-15, брала его с собой в путешествие и собирала в самых различных местах. И все для того, чтобы полностью понять эту трешку и рассказать вам. А вы, в свою очередь, сделайте вывод, покупать вам его или нет. Друзья, привет всем! Вы находитесь на канале Pixel, меня зовут Катя. И в этом видео вы узнаете обо всех плюсах и минусах данной головоломки. Модель нам была представлена в 4 вариациях. Первые, и они же базовые, это Magnetic и Magnetic UV. Приставка UV означает, что куб имеет глянцевое покрытие, защищенное от царапин и ударов, и имеет более лучшее сцепление с пальцами. Ну а обычная версия Magnetic, и она же единственная в этой серии, которая имеет матовое покрытие и подойдет, наверное, больше тем, у кого более влажные руки. Версии Balcore и Balcore Maglev обе с приставкой UV отличаются от младших тем, что имеют в своем строении шаровую крестовину, насыщенную 20 магнитами, обеспечивающими не стандартное, а уже двойное замагничивание, то есть более четкое позиционирование граней и больший контроль. А самая навороченная версия Maglev отличается еще также тем, что в нем каждая пружинка в центрах заменена на систему магнитной левитации, то есть это 2 отталкивающихся магнитных колечка. Таким образом, это самый быстрый куб из всей линейки. Кстати, примечательно то, что в этом году компания решила отказаться от цветного пластика внутри конструкции и наделила все 4 модели Primary пластиком. В то время как в предыдущих версиях цветной пластик стоял только в базовой модели, ну а более навороченных стоял фиолетовый и бирюзовый пластик, и так можно было отличить по внутреннему строению самую навороченную модель от базовой. Мы вообще в этом году сделали упор именно на скорость, а не на плавность, и именно поэтому в моделях V10, в отличие от V9, меньший углорез. Если говорить про цены, то старшая версия в некоторых магазинах стоит аж там 3500 рублей, и это не прям каждому по карману. Поэтому я позаботилась и прикрепила для вас ссылку на магазин, где вы можете приобрести куб гораздо дешевле. У меня же версия Maglev, и теперь давайте поговорим про нее. Весь месяц я записывала для себя выигрышные и проигрышные стороны этого куба. Первое, что я заметила, это реально я не могу сконцентрироваться на кубе во время сборки. И я отношу это к тому, что куб реально очень шустрый по сравнению с моей предыдущей основой. Это был мой Weilong GTS 2M. Но со временем я привыкла к этой скорости, и сейчас куб мне кажется очень комфортным. К этому же пункту я отнесла непривычно сильные магниты. Потому что еще пару лет назад магнитов в головоломках либо не было, либо они были слабее, а сейчас компании поголовно пихают очень сильные магниты в кубы, а тут еще их и нельзя регулировать. Но ко всему можно привыкнуть, и к этому тоже. Также поначалу куб показался мне очень скользким и изредка даже выпадал из рук, но это все пропало. Все пропало. Все пропало. Очень часто в своей предыдущей основе, вот она, кстати говоря, я встречала постоянный флип уголков, и это мешало и прям бесило меня, потому что это сделать очень легко, и во время сборок меня это стопорило сделать нормальные результаты только потому, что я в конце доворачивала уголочек, и все, секунды теряются. Но в модели же VRM это встречается очень редко, и за этот месяц они флипнули всего лишь 2 раза. Наверное, потому что антифлип-система в виде зазубринок на каждом уголке стала действительно работать, а не делать вид, что она является рабочей. Как бы там ни было заявлено про углорез, он очень меня порадовал и удивил, потому что, опять же, я не обновляла свою основу на протяжении 4-5 лет, и за это время мою добились прям реально хорошего результата. При определенных настройках можно добиться углореза под 45 градусов прям в легкую. И из-за этого, конечно же, локапы встречаются меньше, в то время как, опять же, вот на моей предыдущей основе они встречались гораздо чаще. Система настройки тоже очень удобная. Она теперь стала цифровой, и можно будет подобрать прям очень много вариантов настройки для любого кубера, на любой вкус и цвет. Но, опять же, скорость модели, да, она подойдет не каждому. Ну, а теперь подведем итоги. Версия Maglev подойдет для тех, кому от куба нужны именно скорость и легкость в движении. Если же вас интересуют более плавные, такие пружинищие
кубики, то я, наверное, советую вам присмотреться к другим моделям, не версии Maglev. Ну, а так, куб реально балдеж, и, блин, я не знаю, он просто классный. Да, вывод, конечно, содержательный. Ну, блин, а что еще говорить, типа, если вы не хотите быстрый супер кубик, тогда не берите версию Maglev. Там, возьмите какую-нибудь, допустим, базовую версию, или на Балкоре, ну, или вообще, там, типа, V9. А на этом видео подходит к концу. Обладатели VRM V10, загляните в комментарии и расскажите о своих впечатлениях о кубе. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорой встречи в новом видео.